На протяжении веков Стоунхендж окружали слухи, ритуалы и неумолимая спекуляция. Но новые научные данные смелее любой легенды. Последние лабораторные исследования, полевые раскопки и точные сканы приводят к поразительному выводу, который переписывает статью о том, кто его строил, как он перемещался и зачем он был важен. Мы зададим вопросы, которых многие сторонятся. Действительно ли эти камни тягали льдины или люди с продуманным планом? Был ли Стоунхендж космическими часами, сценой для секретных обрядов или и тем, и другим? Если вы тяготеете к спрятанным истинам, высоким ставкам дебатов и закулисным спорам, это для вас. Человеческие руки, а не лед. В течение более чем столетия один из самых яростных спорных вопросов вокруг Стоунхенджа касался происхождения его меньших камней, так называемых голубых камней. Оставляли ли их ледниковые отступления, разбросанные как естественные следы по равнине Салсбери, или их сознательно несли, волочили на протяжении почти 150 миль по пересеченной местности неолитические строители с видением? Ответ казался недостижимым, пока один забытый камень не стал ключом к разгадке. Это место известно как валун Ньюолл, обнаруженный около 100 лет назад и давно отвергавшийся как аномалия. Долгие годы геологи спорили о том, был ли он просто кварцевый обманутый обломок, случайный путник, унесенный ледяными массами тысячи лет назад. Но когда ученые недавно перепроверили его с применением передового геохимического и микроскопического анализа, результаты поразили Диор. Химический след валуна Ньюолл идеально совпал с конкретным выступом в Валлийской области под названием Крекрос-Эфелин. Следовые элементы, включая торий и цирконий, оказались идентичными, не оставляя сомнений в месте происхождения. Это не был случайный камень, сброшенный льдом. Его специально выбирали, обрабатывали и перевозили человеческими руками. Открытие не осталось без поддержки. Та же команда сравнила фрагменты, похороненные на Стоунхендже, включая 32-й Д-камень, который ранее считался совершенно другим типом породы. Анализ показал, что это не долерит, как предполагалось ранее, а та же слоистая райолитовая порода, что и у валуна Ньюолл. Еще более показательно, поверхность камня свидетельствовала о долгом пребывании под землей в известняковой почве, где сохранялись углекислые отложения за столетия, что соответствовало длительному захоронению после целенаправленного размещения, а не рассеянию ледником. Шаг за шагом доказательства складывались в цель. Голубые камни не были разбросаны природой. Их перемещали, размещали и встраивали в памятник, строившийся с поразительной целеустремленностью. Скептики, конечно, указывают на масштаб задачи. Как неолитические люди, не имея колес, без вьючных животных и без металлических инструментов, могли перевозить многотонные камни на такое расстояние. Однако спор разваливается, когда сравнивают их достижения с другими подвигами. Саарсенс, башенные камни весом более 20 тонн каждый, были привезены из Вествудс примерно за 20 миль. Еще более поразительно, что камень алтаря путешествовал почти за 470 миль из Шотландии, что является одной из самых длинных попыток доисторического транспорта. Если общины того времени могли перемещать камни такой величины, то перевозка голубых камней весом от 2 до 3 тонн из Уэльса была не только возможной, но и почти легкой по сравнению. Мы также знаем по этнографическим исследованиям других коренных обществ, что дальний транспорт массивных камней осуществим с простой технологией. Деревянные сани, веревки из натуральных волокон, деревянные катки и тщательно подготовленные дороги, что кажется невозможным современным взглядом. Для древних общин было испытанием организации, решимости и совместной цели.
Это была не просто сила, это координация, общины, объединяющиеся, тянуть вместе, буквально, чтобы достичь чего-то большего, чем они сами. И, возможно, в этом настоящая зацепка. Если камни перемещались не льдом, а намерением, значит, строители не просто возводили камни в поле. Они кодировали смысл, формируя памятник, чья цель требовала необычайной жертвы. Каждый голубой камень Стоунхенджа не просто геологическая масса, а свидетельство преднамеренного планирования и культурного видения. Если эти камни переносили с таким намерением, то вопрос становится ясным: к чему именно они строили? Ответ не лежит только в земле, он сияет в небе, написанный самим солнечным светом, писанный самим Пимбоуа. Чертеж под солнцем. Если голубые камни доказывают намерение, сурдистские камни выявляют замысел. Эти величественные блоки, некоторые из которых весят более 20 тонн, не разбросаны случайно. Они образуют круг с такой точностью, что археологи теперь считают, что он кодирует нечто гораздо более грандиозное, чем просто место для ритуалов. Это календарь, вырезанный в камне, постоянная машина для отслеживания ритма Солнца. В основе этого откровения лежит Сарсеновое кольцо. Кольцо из 30 массивных вертикальных камней, соединенных горизонтальными фризами. Каждый камень, по мнению исследователей, представляет собой один день. В совокупности они образуют 30-дневный цикл, который отражает неолитское понятие месяца. Но строители на этом не остановились. Два камня, немного отличающиеся по форме, нарушают иначе безупречный рисунок, обозначая начало новых недель. И это не были 7-дневные недели, какими мы их знаем сегодня, это были 10-дневные отрезки. В этом ритме 3 недели составляли месяц, а 12 месяцев давали 360 дней. Естественно, оставалось 5 дней, которых в этом счете не учитывали. Именно здесь на сцену выходит Трилифтонская подкова, знаменитое скопление из 5 массивных вертикальных камней, увенчанных фризами в центре, рассказывающее историю. Каждый из этих гигантских камней представляет один из тех лишних дней, эпогоминальный период, превращающий 360 в 365. Для древних людей это были необычные дни. Это были праздничные маркеры, священная пауза в цикле, когда общины могли праздновать, поклоняться или помнить. Это были моменты вне времени, намеренно подчеркнутые тем, что размещали их в самом сердце памятника. Но строители пошли еще дальше. Каждый солнечный год не имеет ровно 365 дней, а примерно 365,25. Без коррекции календарь отстает от сезонности. И все же данные свидетельствуют, что архитекторы Стоунхенджа учли это с помощью стоянковых камней, 4 мегалитов, образующих прямоугольник на внешней границе площадки. Их размещение намекает на коррекцию високосного года, дополнительный день, добавляемый каждые 4 года, чтобы сохранить синхронность всей системы с солнечным циклом. Это предполагает, что строители Стоунхенджа около 4000 лет назад не только могли отслеживать солнечный год, но и были настолько искусны, чтобы возвести памятник, сохраняющий свою точность на протяжении веков, столетий, а может и дольше. Значение этого вывода гораздо глубже. В мире без письменного календаря календари были не просто записями в книгах или свитках. Они были осязаемыми, визуальными и монументальными. Внедрение системы учета времени в камень означало, что она пережила поколения, направляя фермеров в посеве и сборе, жрецов в проведении церемоний и правителей в призыве людей. Ритм года был не только о практических аспектах, он имел и мощный политический характер. Тот, кто управляет календарем,
управляет ритмом общества. Представьте себе собрание на солнцестояние, сотни людей на равнине Солсбери. Лидеры стоят между камнями в центре, провозглашая начало фестиваля или начало отсчета сезона. Сам памятник подтверждает их слова, когда солнце встает или садится в идеальном выравнивании. Это была не просто архитектура, это власть, зашифрованная в камне и свете Текея. Таким образом, Стоунхендж – это не просто куча камней. Это вечный календарь, древний механизм времени, созданный для соединения циклов неба с жизнью людей на Земле. И такой аккуратный подход порождает еще более глобальный вопрос. Если строители выравнивали свои камни так точно по Солнцу, что еще вдохновляло их видение, такой точный календарь намекает на более глубокую историю происхождения, начинающуюся далеко за пределами Солсбери Плейн, круг, который двигался. Если голубые камни доказывают, что люди, а не ледники, несли вес создания Стоунхенджа, то открытия в Кармартеншайре показывают, насколько далеко простирался тот замысел. Археологи, работающие в Пемброкшире, обнаружили остатки разнесенного каменного круга на месте под названием Ваун-Моэн. Его камни были выровнены по Солнцу, повторяя ту же солнечную точность, которая наблюдалась в Стоунхендже. Геология рассказывала еще более яркую историю. Камни идеально совпадали с голубыми камнями, которые сегодня стоят в Вилтшире. Это не было совпадением. Это намек на поразительную вещь. Целый священный круг был разобран и перенесен на восток, камень за камнем, более чем на 150 миль. Доказательства стали неоспоримыми после обнаружения единственного треснутого фрагмента возле Уэльской карьеры. Когда исследователи сравнили его с одним из голубых камней Стоунхенджа, этот фрагмент точно подошел как отсутствующая часть пазла. Это было то самое доказательство, о котором мечтают археологи. Буквальная связь между двумя священными местами, разделенными расстоянием и временем. Открытие сильно поддерживает идею миграции общины, которая перемещалась и приносила не только свои вещи, но и свой самый священный монумент. Это было не просто строительство, это культурный перенос, память, превращенная в физическую реальность, и это происходило около 3000 года до нашей эры. Что значит для народа носить свой круг с собой? Это значит, что камни были не просто камнями, это была наследственная идентичность. Они содержали символику, связь и голоса предков. Разобрать круг и переставить его на новую землю означало трансплантацию живой традиции, обеспечивая непрерывность даже по мере изменения ландшафта. Это наводит на мысль: Стоунхендж не просто памятник камням, а памятник движению, отмечающий и путь, и назначение его строителей. Хронология развития Стоунхенджа углубляет эту историю. Даже задолго до возведения сарсенов площадка уже несло следы значимости. Важные отверстия в известняке датируются тысячелетиями ранее, свидетельствуя о деревянных маркерах, которые, возможно, использовались для церемоний или выравниваний. Позже площадка стала одной из крупнейших неолитических кремационных кладбищ в Британии – Ландшафт, где смерть и память были вписаны в землю. Только после этих ранних этапов появились великие сарсеновые камни, превратившие площадку в форму, которую мы знаем сегодня. В этом смысле последовательность говорит сама за себя. Создание Стоунхенджа не было завершено в короткий срок. Это не было заказано и завершено за одно поколение в рамках одного строительного проекта. Оно строилось на протяжении веков, зависело от меняющих практик и приход новых людей, и слияние общин. Каждый этап накладывал смысл на предыдущий, и даже сами здания, будь то башни, голубые камни или перевозка сарсенов, были столь же важны, как и конечный продукт.
Это стало памятником, долговременной связью, физическим напоминанием о сотрудничестве и непрерывности общей идентичности на протяжении поколений. Представьте себе зрелище толпы людей на Солсбери-Плейн, некоторые из дальних краев, другие, прибывающие со своими драгоценными камнями из далекого Уэльса. Они работали вместе: рытье рвов, подготовка платформ, таскали блоки. Не существовало только труда и брака. Это был ритуал объединения. Именно сам процесс скреплял общество. Связи становились прочнее камней, которые они воздвигли. Так Стоунхендж рос не как застылый дизайн, а как живое приключение, история, разворачивающаяся по этапам, миграциям и воспоминаниям. Но как только круг занял свое новое место, его назначение вновь изменилось. Перемещение круга сохраняет истории, однако истинный опыт заключался не в том, где камни были размещены, а в ощущении нахождения внутри них. Сам камень шепчет ответ. Сделано ради звучания 100 Стоунхендж всегда считался визуальным чудом, однако новые эксперименты показывают, что он мог быть столь же мощным и для ушей, как и для глаз. Чтобы проверить его акустические секреты, исследователи из университета Солфорда построили прецизионную копию памятника в масштабе 1:12, получившего название «Мини-Хендж». Каждый недостающий камень был возвращен на свое древнее место, каждый зазор и изгиб преобразованы точно. Когда модель разместили в контролируемой акустической камере и протестировали звук, результаты поразили даже опытных ученых. Внутри кольца голоса и музыка звучали необычайно четко. Камни усиливали звук более чем на 4 децибела, что позволило заметно увеличить его, а при этом блокировали большую часть внешнего шума. Разговоры или песнопения, произнесенные в центре, могли быть услышаны совершенно внутри, но еле слышно вне круга. Казалось, памятник создавал священное звуковое пузырьковое пространство, сохраняющее ритуал для немногих, кто находился внутри. Для аудитории внутри эффект должен был быть незабываемым. Что еще более увлекательно, эффект оказался удивительно устойчивым. Исследователи тестировали различные компоновки камней, отражающие то, как памятник менялся со временем, когда камни перемещались, добавлялись или исчезали. К своему удивлению, звуковая среда внутри сохранялась практически такой же. Опыт интимности, усиленных голосов и приглушенного резонанса сохранялся во всех вариантах. Это говорит о том, что хотя акустика могла быть не основной целью дизайна памятника, она стала постоянной особенностью, элементом опыта, который оставался неизменным, даже когда место эволюционировало. Но акустическая история Стоунхенджа на этом не заканчивается. Некоторые камни, часто называемые звонящими камнями, обнаружили способность давать колокольные тоны при ударе. В современных экспериментах эти блоки играли, как огромная ксилофония, издавая металлические гонговидные звуки, которые эхом разносились по воздуху. Одно исследование даже предполагало, что эти камни могли быть отобраны не только за свое местоположение или прочность, но и за их звуковые качества. Представьте себе церемонию, где сами камни были инструментами, резонирующими как часть ритуала. Это было бы многое большее, чем просто практично, скорее всего, театрально. Представьте полдневной сценический пир, барабаны, всхлипы песнопений, и сами камни звучат, когда ударяют. Внутри этот звук окружает людей, связывая их в моменте. Зрители за пределами круга видят все насквозь, но улавливают лишь слабый эх события, что делает разрыв между посвященными и обычными наблюдателями еще значительнее. Стоунхендж становится не только сценой для небесного выравнивания, но и театром звука и галлюцинаций, где камень, голос и небо сливаются в единый опыт.
Мы привыкли думать об Стоунхендже определенным образом. Это было не просто монументальное представление небес или отметка сезонов, которое нужно лишь переживать. В нем было звуковое инженерство, дизайн для людей внутри него. Создатели понимали, что ритуал был многосенсорным, не только тем, что видно, но и тем, что слышно, ощущается и как все это работает вместе, чтобы повысить восприятие. Сон устанавливал расписание, звукнаим, настроение, но Луна могла устанавливать драматические редчайшие акты. Секретный ритм Луны. Веками Стоунхендж прославлялся своими солнечными выровнями, особенно драматическим восходом солнца в июне над камнем Пятки и закатом солнца в зимнее солнцестояние, когда солнечные лучи проходят между мегалитами. Но новые исследования предлагают, что строители могли стремиться к большему, чем Солнце. Они могли стремиться и к Луне. И не к обычной растущей и убывающей Луне, а к ее редчайшему ритму, главному лунному стоянию. Лунное стояние происходит всего раз в 18,6 года, когда восходящие и заходящие точки Луны достигают своих самых дальних пределов на горизонте. Чтобы распознать этот узор, требуется необычайная терпеливость и многолетняя наблюдательность. Исследователи из Оксфорда, Лестера и Борнема собираются проверить, был ли Стоунхендж рассчитан на фиксацию именно этих лунных пределов. Они сосредоточены на стоянских камнях, 4 мегалитах, размещенных в прямоугольной форме, и на горизонтальных линиях горизонта, видимых через круг. Если теория верна, строители проектировали Стоунхендж не только как солнечный календарь, но и как двойной инструмент для фиксации самых неуловимых циклов неба. Улики уходят глубоко в ранние стадии Стоунхенджа. Археологи отмечали, что многие захоронения скоплены в юго-восточном углу площадки, именно в той точке, где Луна касается горизонта во время главного стояния. Эти кремационные залежи датируются примерно 3000 годом до нашей эры, задолго до возведения великих сарсеновых камней. Это свидетельствует о том, что лунная значимость могла быть вплетена в смысл площадки с самого начала. Позже, когда были добавлены стоянские камни и центральные сарсены около 2500 года до нашей эры, этот лунный ритм, возможно, был закреплен в камне, обеспечивая поколениям возможность наблюдать зрелище с точностью. Как могло бы выглядеть наблюдение? Представьте себя стоящим внутри кольца в одну из тех редких ночей. Луна, раздутая и странная, поднимается или садится в своей самой крайней точке, идеально обрамленная камнями. Тени тянутся через круг, свет стекает и преломляется так, как случается лишь несколько раз за всю жизнь. Для неолита подобное событие было бы захватывающим, космической драмой, предсказуемой и чудесной. Это момент, когда небо приблизилось к Земле, и сами камни подтверждали связь. Тот факт, что Стоунхендж до сих пор сохраняет эти выравнивания, не что иное, как удивление. Несмотря на столетия отсутствующих камней, кражи, вандализм и даже ошибочные восстановления, памятник остается достаточно точным, чтобы обрамлять небесные события на протяжении тысячелетий. Он был разобран и снова построен, поврежден и защищен, однако небо продолжает выполнять свою древнюю хореографию через те же окна камня. Таким образом, Стоунхендж перестал быть просто застывшим памятником, а стал живым инструментом, все еще настроенным на ритмы, более старые, чем сама история. И эта устойчивость делает посыл ясным. Стоунхендж никогда не предназначался быть чем-то одним, ни храмом, ни кладбищем, не только календарем. Он был всем этим и даже больше – многослойным дизайном, который соединял транспортные подвиги, солнечные расчеты, звуковые ландшафты
и лунные загадки. Это была попытка удержать Вселенную на месте, связать космические циклы с человеческой историей на Земле. Когда вы сопоставляете транспорт, время, звук и небо вместе, Стоунхендж перестает быть загадкой и становится дизайном. Стоунхендж больше не просто неразгаданная тайна. Доказательства демонстрируют человеческий транспорт, солнечный календарь, круг, который мигрировал, театр звука и даже памятник, настроенный на Луну. Вместе эти открытия демонстрируют не случайную горсть камней, а тщательно спроектированный дизайн, соединяющий людей, Землю и небо. Если это путешествие открыло вам глаза, не забывайте поставить лайк под видео, поделиться мыслями в комментариях и подписаться, чтобы узнать больше скрытых историй, открываемых наукой. А когда будете готовы, посмотрите следующее видео на экране, чтобы узнать еще одну историю, которая может поменять все, что вы думали, что знаете.